Самые необычные учебные заведения мира. Лесной детский сад в Германии, Wild Kindergarten, что буквально и переводится с немецкого как «лесной детский сад», в стране далеко не единственный и пользуется популярностью. Их девиз «нет плохой погоды, а есть плохая одежда». Дети от 3 до 6 лет проводят время на свежем воздухе в лесу, исследуя природу под руководством своих воспитателей, которые играют роль проводников. Такое учреждение также называют детским садом без крыши стен или детским садом под открытым небом. Конечно, погода не всегда благосклонна, поэтому на случай сильных дождей и других природных условий в таких садах всегда есть лесная хижина или жилой фургон с отоплением, где можно спрятаться. Вы можете сказать, что такие детские сады не новы, и будете правы. Первый появился в Дании еще в 50-е годы. Тогда одна женщина, которая часто брала своих и соседских детей на прогулку в ближайший лес, обнаружила, что на природе дети раскрываются еще больше, охотнее общаются и играют друг с другом, а также с любопытством изучают местность. Родители воодушевились и по своей инициативе создали первый в мире лесной детский сад. В Германии же впервые подобный детсад появился в Висбадене в 1968 году. Основала его Урсула Зубе, также по собственной инициативе и даже без какого-либо на то официального разрешения. Сперва такие сады были чем-то диким, но уже в 1993 году был открыт первый официальный Wild Kindergarten. И случилось это в Фленсбурге. А по данным за 2012 год в Германии таких садов стало более 1000, в Австрии 25, а в Швейцарии 12. Пещерная школа в Китае. Китайская провинция Гуйчжоу – одна из самых бедных в стране. Проблемы у местных жителей возникают из добычи еды и питья. Поэтому неудивительно, что и уровень образования оставляет желать лучшего. Не у каждого ребенка есть возможность посещать школу. Тем не менее, жители провинции нашли выход. Они открыли общеобразовательную школу посреди пещеры. Это было в 1984 году. Тогда в школе работали 8 учителей и обучалось 186 детей. Внутри пещеры плоды труда неравнодушных людей. Здесь есть целые деревянные классные комнаты, а также баскетбольная площадка, где дети проводят перемены. Несмотря на то, что условия сложно было назвать комфортными, свои плюсы учителя и ученики тоже могли назвать. Здесь свежий воздух, а также отличная акустика, которая позволяла проводить уроки хорового пения. В 2011 году власти Китая закрыли школу, отметив, что страна не является обществом пещерных людей. Хоть уроки в пещерной школе больше не проводятся, школьная пещера сохранилась в качестве достопримечательности для туристов. Школа гондольеров в Венеции. Пожалуй, гондолы – один из символов города, а потому туристы часто выражают свое желание прокатиться на них, полюбоваться местным пейзажем и, если повезет, послушать итальянские песни в исполнении гондольеров. Их профессия здесь считается очень престижной, но так просто в эту сферу не попасть. Довольно долгое время лицензия на такую работу выдавалась только властями города, причем лицензия могла передаваться либо от отца к сыну, либо, если у мужчины не было сына, стажеру, который хотел бы овладеть данным ремеслом. Бывало и так, что сыновья пожилых гондольеров не хотели продолжать семейную традицию, поэтому после смерти их отцов лицензия возвращалась к властям, и те уже выдавали ее самому лучшему из списка претендентов. А для того, чтобы в этот список попасть, нужно было сперва пройти так называемое испытание веслом, то есть сдать экзамен. С тех пор поменялось многое, но не все. И сегодня для того, чтобы стать гондольером, необходимо отучиться в специальной школе в Венеции. Там студенты изучают иностранный язык, историю и венецианское искусство. После того, как студент успешно сдает экзамен, он становится гондольером-новичком, который должен пройти стажировку сроком от полугода до года под руководством опытного профессионала. После этого уже не новичкам предстоит еще один экзамен, который оценивается 5 судьями, и только потом можно получить долгожданную лицензию. Несмотря на то, что профессия считается исключительно мужской, и долгие годы она действительно передавалась по наследству исключительно по мужской линии, сейчас при желании гондольером могут стать и женщины. Джорджия Боскола – первая женщина, которая получила свою лицензию в 2010 году. Университет Махариши в США. Создан был в 1973 году Махариши Махеш Йоги, основателем трансцендентальной медитации, техники с собственной мантрой. В 1968 году учениками Махариши стали участники легендарной музыкальной группы The Beatles. Его работы, однако, битлы особо рады не были. После возвращения из Индии Джон Леннон даже написал саркастическую песню «Sexy Sadie», но несмотря на разочарование касательно гуру йоги, музыканты все равно оставались верными учению медитации, а Стар утверждал, что Махариши дал ему мантру, которую никто не может отнять и которую он продолжал использовать. Битлы не единственные известные личности, связанные с деятельностью Махариши. Группа The Beach Boys записали свой альбом M.I.U.
аббревиатура Maharishi International University, в университетском кампусе. А в 2011 году университет посетила Опра Уинфри, которая приняла участие в групповой медитации, видеозапись которой была также показана в ее шоу. В университете Maharishi студентам предлагается выбрать программу в области искусства, бизнеса, образования, коммуникации, математических наук, литературы, физиологии и здоровья, а также ведических наук. Вуз направлен на раскрытие творческого потенциала и создание жизни в гармонии с природой, а саму трансцендентальную медитацию дважды в день практикуют как преподаватели, так и студенты. Среди известных выпускников Джон Грей, психолог и эксперт по семейным отношениям, автор известной книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», университет гамбургерологии. США. Образовательное учреждение, открытое корпорацией Макдональдс в 1961 году. Не единственное в мире. Такие существуют и в Лондоне, Сан-Паулу, Шанхае, Токио, Мюнхене, Сиднее и даже в Москве. С момента открытия первого кампуса в Чикаго университет выпустил свыше 360 тысяч директоров и управляющих предприятий общепита и ресторанного бизнеса, а также менеджеров среднего звена. Программы вуза универсальны, и их признают в Макдональдсах любой страны в мире. Основной специализацией является образование в сфере гостеприимства, ресторанного бизнеса, управления сетями быстрого питания и лидерства. Университет включает в себя 4 школы управленческого отличия, лидерства, бизнеса и инноваций. В странах, где есть доставка еды на дом, в филиалах вуза обучают в том числе организации работы по доставке готовых блюд.